3 литра примерно. Но я буду, короче, записывать. И что вы там ее заливаете, да? В моем случае машина, она такая, плюсы-минусы ее ж не выложить. Такс. Короче, пока настроишься. Про него я уже видос снимал. Но и, короче, на компьютере я увидел, что звук был не очень. Если что-то получилось со звуком, то оно уже, наверное, в интернете. Сейчас вот здесь справа где-то инфа будет. С момента, как его поставил на учет, я уже проехал хорошие 400 километров. Короче, ему залил 3 литра примерно 100-октанового бензина. 7 лошадей. Бестия еще та. Прет, короче, прет. Не знаю сейчас, что будем делать. Сейчас вот мы кружочек маленький дадим. Вчера мы выехали, делали фотошутинг. Мы возвращались назад, и нас так нагрел дождь. Тот самый раз, когда ты промок до трусов. Промокаешь до трусов. Вот вчера я это чувствовал. Такое чувство было, что ты прям, не успел до туалета добежать. Только все тело было у тебя мокрое. Не только штаны, а все полностью. Я еще успел, положил в Indian в Challenger у него эти чемоданы, положил в чемоданы все мои документы, мой iPhone. Иначе был, мне кажется, вчера iPhone у меня умер бы от воды. Захлебнулся. Вот реально было вчера столько воды, и вот как назло, ты домой приезжаешь и светит солнце. Такое. Вон там все вот это вот такое темненькое. Да, за 6 месяцев литр бензина вырос на 40 центов. Свинство. Дебилизм полный, да, они получается, нам тут велосипедистов выгнали на дорогу. Сперва строили 2-метровые, 3-метровые широкие тротуары с красным кирпичом выкладывали, чтобы велосипедисты ездили. А теперь, получается, у нас эти умники думают, а что, пускай ездят на дороге. Нарисовали, просто взяли краска велосипед на асфальте, на главную дорогу выгоняют. Теперь все, разрешили велосипедистам ездить. Вот это еще единичный случай, здесь вот дорожка вот сбоку идет. Она уже здесь много лет, но есть там одна улица, это вообще жесть какая-то. Сейчас, если успею, я заскочу туда и покажу, соответственно, вот наглядный пример, как выглядит по-немецки вот это вот Фарадштрассером называется. Улица для велосипедистов, короче, да. Ну это просто дебилизм какой-то, но их надо отправить куда-нибудь там в Россию, в Турцию на дорогу. Я посмотрю, сколько они там проездят. Их там быстренько передавят, там такого нету. Они, короче, решили тут перевоспитать, короче, типа водители, да, охреневшие вообще в корень. Они, главное, за счет наших налогов ездят на семерках, на BMW. А нас решили перевоспитать, чтобы мы тут ездили на смарте, на всякой херне. Вы, ребята, вообще, что ли, это? Ку-ку. Здрасте. Эти политиков надо, короче, самих на велосипеды посадить, и пускай они по автобану на велосипеде едут на свои эти тусовки, на встречи. Извращенцы. Ну, это тут вообще уже... Да. Сейчас поднимаемся на гору, и с нее прям видно, вот там город как на ладони. Прикольно. Ну, я как бы это самое, здесь вот поеду. Здесь ездить как бы нельзя на машине, но я так вот на мопеде могу проскочить четко. То есть автобус только проезжает, и все, велосипедисты. Но я как бы еду на этом тырчике, я считаю, что я на велосипеде еду, но только чуть-чуть быстрее. Это за транспортное средство считать как бы, можно, но прям чтобы прям полноценное. Ну это же не машина, 2 колеса не хватает, да. Так, в принципе, по городу просто чуть-чуть быстрее передвигаешься, чем какой-то там чих-пых. Оба-на. Вот эта BMW, я уже давно за ней смотрю. А тут, короче, это старая пятерка, смотрите, она тут стоит. Ее сняли с учета, вот засранцы. Приехали с города эти. Я уже за ней наблюдал, за этой бэхой. Вот такую сейчас купи в Германии в хорошем состоянии. Если сейчас, короче, с этой BMW никуда ничего не денут, они возьмут, приедут с города, ее отбуксируют и под молоток. Засранцы, да? Вот так вот они делают. Так что крути, не крути. Вот, для велосипедистов нарисовали вам, пожалуйста, вон, на асфальте что творится, вот. Все, вот, велосипедистам выезжать, заезжать, для автобусов расчертили
Здесь, короче, поставили островки для пешеходов, чтобы переходили безопасно дорогу. Не знаю, конечно, помогает это или нет, может быть. Но одно знаю, вот здесь вот ограничения они поменяли. Здесь было 70. Сейчас, если мне память не изменяет, там в начале стояло поворота 50. Сейчас мы проедем еще пару метров, а там уже стоит не 50, а 30 дальше, да, вот оно, вот. Вот это зеленая политика. Надо убрать знак 50, поставить знак 30. Надо убрать знак 70, поставить знак 50. Все, вот твоя зеленая политика. Это они так типа решили за экологию следить. А то, что ты будешь на машине ехать медленнее, у тебя медленнее нагревается катализатор, то есть у тебя будет намного дольше идти этот процесс, пока у тебя начнут выхлопные газы в катализаторе перерабатываться, потому что нужна температура. А если ты будешь тут 30 ползти, когда она нагреется там? Ну, короче, фигня полная. Вот стоит знак 30. Да, 30. На этом вообще не, вот на нем 30 едешь, как будто ты стоишь по спидометру. Я сейчас не понимаю нифига, он то что мне пишет там 35. Ну, это такое ощущение, что я еду, наверное, все 15. Или он гонит, или реально прям так скорость не чувствуется. Ну, я думаю, в принципе, вот с такими темпами, я думаю, ночью будет дождь. Если завтра утром все-таки дождь решит не пойти, я сажусь на этот тырчик и еду на работу. А потом, соответственно, могу еще с работы ехать, поставить тоже камеру на запись. И у меня, кстати, сейчас вот одеты мото-шорты, мото-кроссовки. Шутка, конечно, не мото. О, 20 знак, вообще, тут знак 30 всю жизнь был. Сейчас кто-то додумался здесь сделать 20. Какого фига? Альта, тут скоро вообще, тебе будут велосипедисты на электробайке, они 40 пролетают. Не, я, короче, не туда повернул, надо будет мне сейчас на Фарадштрассе повернуть. Я хотел все-таки показать, как это Фарадштрассе выглядит, но пока не, я повернул не туда. Сейчас надо будет развернуться. Здесь раньше можно было ехать вниз, теперь они сделали улицу с односторонним движением. Здрасте, приехали. Ой, блин, на нем вообще, кстати, вот прикольно ехать тоже 30 или 60. Ну, 30 вообще, да, вот так вот ты катишься на нем себе, катишься. Никуда, вот, 30 едем, никуда не торопишься. Мы сейчас проехали суммарно 10 километров, вообще вот так вот, easy going. На easy все. Все, поворачиваем опять налево. Там он, короче, на той стороне скейтбордисты вон тусуются. Сделали вон эти далеко. Там стоят, короче, эти, как они называются, домики на колесах. Вагончики эти. Что тут у нас нагрелся, да, чуть-чуть? Да, есть тепло. Глушитель тепленький. Вообще неделю на нем ездил. Вот опять 30. Ну, ёшкин. Приехали. Короче, вот улица здесь 30 и там 30. И вот стоит, ну, короче, знак, вон стоит. Вон там, а на нем написано, вот. Сейчас подъедем. На знаке, короче, вон. Вон. Фарадштрассе равно 30. Короче, велосипедисты, у них, короче, здесь преимущество. Могут ехать рядом. По идее, велосипедисты должны на дороге, на главное, общего пользования передвигаться, как и мотоциклисты. Ну, как друг за дружкой тогда. А здесь, получается, они могут ехать рядом, то есть могут здесь полностью ширину дороги занять. Сейчас им узаконили, представляете? Вот так вот дожили мы. Здесь, короче, вот на асфальте тоже, на асфальте были велосипедисты, нарисованный велосипед такой беленький, с белой краски, да. Все, вот, на асфальте еще раз велосипед, то есть, значит, здесь могут велосипедисты ехать прям вот 4 штуки друг с другом рядом, да, по всей ширине занимают себе дорогу, не нарушать никакие правила, да. Здесь тоже стоит 30. Вот, как последние 2 месяца, как поставили, все были в шоке. Они четко сделали. В пятницу вечером приехали, крепление взяли, шурупчики, прикрутили. А в понедельник уже стояли, контролировали. То есть уже выходные уже поставили. Заранее здесь вот 50 опять. Выходные прикрутили знаки. Ты такой едешь в понедельник на работу. Хлоп, а там уже 30.
То есть, если ты будешь с такой же скоростью, как ехать, как раньше, 55, а это уже на 25 километров быстрее, чем 30, то вот как потом вот здесь ездить? Вот у нас этих парикмахерских развелось, барбершопы. Раньше, короче, были шаурма на каждом этом перекрестке, потом казино на каждом перекрестке, потом начали делать на каждом перекрестке эти штуки, где на футбол ставки ставят, а теперь на каждом такая же фигня, теперь вон еще парикмахерские теперь на каждом этом, да, цветочки вон растут, и даже не просто цветочки, это, кстати, вот сбоку дороги растут розы такие, вот такой сорт роз, растут розы на стафоре, и никто их не отрывает просто так, они просто растут, ни у кого тут, ну вот, если только он может быть пару человек. У нас где-то человек, население в городе человек 30 может быть, 30 тысяч, 35. Ни у кого даже в голову не придет эти розы вырвать оттуда. А так они стоят, красиво. Четко. Вот это был сейчас разгон. Вот это феноменально было. Мне нравится. Я, в принципе, его покупал, ездить на работу. Отреставрировал, потом думаю, блин, может его продать. В принципе, сейчас я, как изначально хотел, поставить его на продажу. Сейчас поставить там на учет, чтобы ездить на работу. Сейчас я, в принципе, этим и занимаюсь. Нормальные погодные условия, я сажусь на него, еду на нем на работу. Все. Больше никак. Ну, пока так. Ну и вот, соответственно, каникулы. Ты сейчас едешь по улице. Молодежь направо и налево гуляют. Везде. Мне еще до отпуска надо будет 3 недели отработать. Потом у меня будет 3 недели отпуска. Куском. Вот это прямо аж дико. Если 3 недели можно делать, что тебе угодно, а не что тебе требует начальство или еще кто-то там. Получается, 3 недели на работу не ездить, это опять же вот, техника вся отдохнет, то есть я буду технику использовать для там, обзоров, там, покатушек, ездить будем с детьми в парке, в зоопарке, короче, что-то в этом духе. Но я буду, короче, записывать и когда-нибудь это тоже вылить в свободное плавание. Сейчас я сперва запишу все мои идеи, надо мне теперь воспроизвести на видео формат. Потом, соответственно, я когда-нибудь до него доберусь, до этого видеоформата для этих видеофайлов. И, соответственно, буду уже сидеть и обрабатывать, дорезать там, потому что есть реально что и рассказать, потому что машина та еще штучка. Сейчас какая-нибудь там инфа может в углу вылететь уже с моего другого канала. Чисто вот как вот у меня все вот эти вот ауто-видео, мото, где вот с музыкой наложено, нарезано. Для красоты, для будущего, на потом. И это я как бы сделал, такие видосы там, где там разгоняюсь на этой машине. Хочу прям как бы, ну, мне надо будет подумать, где удобно камеры поставить. И, соответственно, подумать, потом можно будет рассказывать. Потому что это материала будет много, то постараюсь это более-менее сжать, так минут на 20-25. Ну, кому интересно смотреть видео про машину, которая идет часа полтора. Нифига, там 1,5 часа. Я вот сам смотрел как-то вот эти всякие обзоры на видео, там, на машины. И большинство на мысль, почему я до сих пор еще видео не делал про мою машину обзор. Как я могу записать видео про машину, вот эти обзоры, как вот эти все автоблогеры, да? Они получают машину, они на ней ездят полдня, и все, и они записывают видос, там такие, все на ней, там все про нее рассказывают, они все про нее знают. Чего вы там ее заливаете, да? В моем случае машина, она такая, про нее еще мама, кто нормально что рассказывал толком, потому что они все ее получат так, прокатятся такие, ну едет типа экономная, все, гибрид туда-сюда. Я сейчас на ней проездил уже худо-бедно 1,5 года, 22 тысячи километров, и вот за 22 тысячи километров
одна или там мыслишка у меня уже теперь отложилась. И 22 тысячи километров, ну я думаю, это нормально, да, достаточно для того, чтобы я вам сказал именно истинный обзор. Этот обзор будет именно в другую степь, именно потому что я на этой машине сам уже много ездил. Плюсы, минусы ее ж не выложить, как бы, реально. Поскольку, я говорю, на видео файлов насобиралась уйма, и я все-таки хочу сейчас в теплое время года, сейчас всякие вот эти вот покатушки, путешествия больше на мото накидать.